Вот это только начало. Много людей без вести пропало, потерялось. Колокольчики. Итак, друзья, сейчас нахожусь возле деревни Рудно. Припарковал вон там свою машину. Сейчас буду здесь распаковываться, вытаскивать мотоцикл. Вот стрелочки. Я так понимаю, эти стрелки именно указывают, где находится тот самый чертов овраг. Вот у меня, собственно, карта. Я ее распечатал. Вот здесь Рудно. Этот Лякский треугольник получается. Мне надо попасть в это место. Палатка. Итак, друзья, я почти готов. Все сложил, все закрепил. Осталось только переодеться и отправиться в путь. Итак, время 12 дня, друзья. Пытаюсь добраться до самого чертового оврага. Сейчас я покажу карты. Но, как видите, была раньше дорога. Сейчас уже дорогу преграждает елка и все остальное. Я не знаю, что делать. Надеюсь, как-нибудь проберусь. Сейчас покажу карты. Как я понимаю, вот этот треугольник, я уже нахожусь, в принципе, в нем. Лякский треугольник. Аномальное место. Собственно, как здесь написано, сейчас прочитал. Треугольник со сторонами 1,5 километра, то есть полтора, в котором я сейчас нахожусь. Вот я где-то здесь. Местные жители назвали чертовым оврагом. Я уже, получается, в этом аномальном месте, но хотелось бы именно добраться до самого оврага. Честно, друзья, вы сейчас будете в шоке. Вот это только начало. Понимаете, дорога, которая ведет, получается, к центру этого треугольника. Я сейчас сходил пешком, проверил, как мне ехать, и понимаю, что туда просто не попасть. Здесь просто деревья ломаные, переломанные, и они так постоянно. Я не знаю, кто, может быть, специально это делал. Я просто в шоке и даже не знаю, как туда попасть. Так, друзья, в общем, пришлось пораньше спрятать мотоцикл,
Дальше все нес в руках. Получается, что именно дойти до самого центра, примерно сюда, у меня в данный момент не получается. Останавливаюсь здесь, практически не доходя до центра. Нахожусь именно в треугольнике, в Ляцком треугольнике, вот, который называется Чертов овраг. В данный момент я нахожусь в лесу, в аномальной зоне. Это треугольник протяженностью каждая сторона 1,5 километра. Это страшное место называют Ляцкий треугольник, либо Чертов овраг. Что касается самого места, эта территория одна из самых жутких мест России. Свою мистическую историю она еще берет с давних царских времен. Еще до революции губернские газеты пестрили статьями об исчезновении в этих местах крестьян-безлошадников. В 1928 году неизвестно куда сгинула бригада лесорубов из 7 человек вместе с топорами. Буквально вскоре после этого, в 1931 году, сгинуло 9 кулаков вместе с семьями. А в 1974 году, как сквозь землю пропадают ленинградские грибники. Их тоже было 7. Правда, 2 из них спустя неделю появилось в невменяемом состоянии. И что-то конкретно сказать о 5 своих товарищах, куда они пропали, они не могли. Этих 5 человек долго искали, прочесали все окрестности, но это не дало никакого результата. Конечно, этому всему можно найти объяснение и сказать, что они просто заблудились. Но есть одно но. Люди пропадали в разное время. Это неоспоримый факт. Значит, как минимум должны быть обнаружены их останки. Лукошки, вещи, все что угодно. Но никто никогда ничего не находил. Даже при тщательных поисковых экспедициях. Меня зовут Тим Морозов, и я совершенно один, зимой в палатке, практически в центре Ляцкого треугольника, решил провести ночь. Я не знаю, удастся ли мне что-то выяснить сегодняшней ночью, а если удастся, смогу ли я вернуться домой. Надеюсь, это того стоит. Так, друзья, в данный момент хочу с помощью вот этих крючков, ниток и 4 колокольчиков обозначить весь периметр, вот, чтобы, если вдруг кто пойдет и заденет эту веревку, звенели колокольчики. Итак, друзья, сейчас 5 минут первого. Сейчас я пойду включу камеры по периметру и подключу некоторые приборы, также Polaroid с датчиком движения. Подключаю датчик движения и Polaroid. Сейчас проверю, как это работает. Polaroid работает. Так, что у нас с этой камеры пишет? Пишет. Показаний, в принципе, по эми никаких нету по нолям. У меня все установлено. Микрофон на случай ЭГФ пишет. Везде камера, Polaroid.
Блин, печка так пригревает хорошо, что прямо ты думаешь, что сейчас уснешь. Еще вокруг так все тихо, спокойно. Что за ерунда? Опять крик. Друзья, я не охотник, но звуки некоторых зверей знаю. По-моему, это было не похоже ни на одного из тех зверей. Может, правда, просто прошел где-то невдалеке какой-то зверь. Колокольчики. Колокольчики. Полароид. Снова сработал. Черт возьми. Здесь практически как в ловушке. Не вижу ничего. Снова сработал. Там есть кто-нибудь? Там есть кто? Сейчас не слышу никого. Там есть кто-нибудь? Надо проверить следы. Блин. В полароиде 3 фотографии должно быть. Следов я там не вижу.
веревки следов нету. Просто лес. На первой фотографии. На второй. Не знаю, это что? Птица? Здесь. Или сук? Я не вижу никого на этих фотографиях. Крик мне не дает покоя. Звучит, конечно, безумно. Да, я знаю, что в этой местности много людей без вести пропало, потерялось. Но сейчас зима, и в принципе, как я считаю, можно выйти по своим следам. Я хочу найти следы, чтобы быть точно уверенным, что это животное. Походить вокруг по местности, в принципе, должно быть недалеко от палатки. Я уверен, что по своим следам, в принципе, я смогу выйти обратно к палатке. Конечно, я соберу, наверное, рюкзак сейчас, возьму все самое необходимое на всякий случай, потому что бывает всякое. Вот, и, собственно, постараюсь отправиться в поисках следа животного, которое кричало. Чтобы видеть издалека, вдруг, если вдруг заблужусь, будет такой красный мигать. Осталось выбрать дерево. Так, по-моему, звук был оттуда, откуда-то. Наверное, туда я и пойду. Есть. Так, все, друзья, маяк повесил. Там он висит. Маячок видно. Пока не видно ничего. Наверное, это не совсем легкое занятие найти следы какого-нибудь зверя. Опять был какой-то крик. Блин, сейчас совсем рядом было.
Так. На очках не вижу никого. Блин. Фух. Ветка. Немножко на очках ночного видения все немножко смотрится по-другому. Здесь я уже шел. Да, здесь я уже шел. Никого не видно. Короче, друзья, я не знаю. Раздавались опять эти звуки. Раздавались скрежет деревьев. Ну блин, не найти. Ничего, уже пол леса обшарил. Ничего нету. Пойду, наверное, обратно. Не понял. Как так-то? Где мой след дальше? Как так-то? Быть такого не может. Следов моих просто нету. И маячка тоже. Маячка тоже, который я повесил, тоже нигде не видно. Я вообще не понимаю. Не знаю, что делать. Блин, сейчас только хуже делаю. Бежать сейчас вообще запутаюсь. Что это за фигня? Там не... Черт возьми, как так-то? Блин. Не может быть такого. Просто. Твою ж мать. Надо что-то делать. Хотя бы, я не знаю, костер развести. Может, как-то хоть до утра дотянуть. Может, в светлое время получится палатку найти. Хотя тут люди в светлое время
точнее в светлое время и терялись. Ну как так-то? Я вообще понятия не имею, куда идти. Не знаю, друзья, дрова, наверное, сырые все. Сейчас попробую при помощи газа как-то разжечь что-нибудь. В общем, друзья, костер так себе горит, потихонечку разгорается. Если газа хватит, то возможно все разгорится хорошо. Сейчас дрова подсохнут. Главное не замерзнуть. Я не знаю, буду даже я искать, если получится разжечь костер. Может быть, я просто буду на этом месте ждать, пока меня, может быть, не найдут. Потому что если углубляться, то можно еще хуже сделать, если идти, по идее. Вы слышали сейчас? Колокольчик. И он был не очень далеко. По-моему, с той стороны. Да, здесь дрова. Делал, ничего не видел. Ломал. Опять. Откуда-то оттуда. Маяка там не вижу. Друзья, я не знаю, что делать. С той стороны звенели колокольчики. Но, блин, это лес. Все может быть иначе. Звук распространяется совсем по-другому. Не как в обычной местности. Я могу просто уйти. Здесь все-таки костер, возможно, будет. Как бы, если я пойду, могу потерять и костер, и не найти палатку. Не знаю, может лучше дождаться утра, но, блин. А что, если больше колокольчики звенеть не будут? Может, это единственный шанс просто, чтобы выбраться. Откуда же этот колокольчик звенел-то? Ветра сейчас нету вообще. Ну точно, блин. Еще дальше залезу куда-нибудь. Эти деревья перекошенные, перебитые. Вот оттуда. Давай же еще. Смотрите. Сигнал мой. Фух. Санки мои. Пойду прямо на сигнал.
палатка. Фу. Ура. Блин. Надо срочно печку включать. В общем, добрался до машины. Время сейчас 9:45, воскресенье, 27 декабря. На этом все, друзья. В принципе, до скорых встреч. Увидимся.